Всем привет! В продолжение нашей темы о мошенничестве сегодня мы поговорим о мошенничестве посредством e-mail. Наверняка многие из вас сталкивались с ситуацией, когда вы получали e-mail от незнакомого вам лица с просьбой для большего ознакомления с деятельностью данного лица перейти на какой-нибудь веб-сайт. Или же наоборот, у вас были, может быть, ситуации, когда вы видели e-mail, который был очень вам знаком, и, как вам казалось, это e-mail от знакомого вам человека, просящего вас о помощи и необходимости перечислить ему деньги. Из своего опыта могу поделиться ситуацией, когда в одной из организаций по управлению инвестициями к одному инвестиционному менеджеру пришел e-mail от управляющего организации, где тот просил перечислить все его деньги со счета на счет его жены. К счастью, на тот момент сотрудник организации прошел тренинг, который наш комплаенс-департамент предоставлял, и вместо того, чтобы моментально совершить действие по переводу, он снял телефон и просто перезвонил управляющему для уточнения того, действительно ли тот хочет перевести деньги со своего счета на счет жены. И каково же было его удивление, когда он узнал, что управляющий не то чтобы не собирался переводить со своего счета деньги, но он в принципе был не женат. Что здесь вам необходимо запомнить? Опять-таки же, как и в ситуации с СМС, e-mail, которые, как вам кажется, выглядят для вас знакомыми, на самом деле содержат в себе ошибки. И очень часто, например, в Великобритании сотрудники получают e-mail от налоговой службы, который выглядит очень достоверно. Но если к нему приглядеться, то концовка данного e-mail, как правило, содержит в себе ошибку и никак не относится к официальному e-mail налоговой службы. Также, если, например, вы являетесь сотрудником какой-то финансовой организации, и вы неожиданно получили e-mail с просьбой перечислить денежные средства одного из ваших клиентов. Опять-таки же не поленитесь, перезвоните данному клиенту и обязательно уточните, действительно ли он хочет перечислить денежные средства. Потому что, как правило, в 90%, если клиенты хотят перечислить денежные средства, они обычно звонят, а не просто посылают e-mail в ожидании перевода. Если же вы не являетесь сотрудником финансовой организации, а просто получили e-mail с просьбой перейти по ссылке и зайти на какой-либо веб-сайт, опять-таки же не спешите переходить ни по каким ссылкам. Такого рода ссылки содержат в себе вирусы, и как только вы на них нажмете, автоматически мошенник получит доступ к вашему устройству связи. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. На этом мы закончим наши серии, связанные с мошенничеством. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии. Также вы можете заходить на наш веб-сайт, или же для того, чтобы быть в курсе всех новостей, можете подписываться на нас в Фейсбуке, в Инстаграме, а также на Ютубе. Всего доброго, до свидания.